Глядя на горы, я долго пыталась собраться с мыслями. Немного ранее я узнала, что один человек, узнав, что я еду в Иргаке одна, просто решил купить билет и приехать, чтобы встретиться со мной. Этот человек был Александр, с которым однажды я уже ходила в поход, и даже есть фильм на моем канале. В том походе были небольшие недочеты, но в целом было все хорошо. Но что-то не давало мне покоя и очень тревожило. Откинув разные мысли и предрассудки, я пыталась уговорить себя, что так будет даже лучше, ведь вдвоем должно быть легче и интереснее. Так как Александр не знал этой местности, было принято решение пойти его встречать. Доброе утро, земля! Я проснулась, еще не было 6, до 7 утра провалялась. Очень не хотела вылазить из спальника, так как очень-очень холодно. Кто мог подумать, что в июле так холодно будет? Встала я пораньше, надо быстро дела делать и идти навстречу Александру. Правда, я не знаю, встретимся мы с ним или разойдемся, или как там будет, вообще не понимаю. Он такие переходы огромные с такими тяжелыми рюкзаками, по-моему, не ходил, насколько я знаю. Все, я выдвинулась на маршрут, ничего утром не снимала. У меня с собой еще такая сумка на поезд. Надеюсь, она мне не будет сильно мешать. Там всякие мелочи. И чтобы телефон под рукой был. И селфи-палка. Штатив я не брала, он мне будет мешать. Взяла карту, спички, фальшфейер, фонарик. Перекусить немножко. Кота, естественно. В общем, я экипирована. Ну и нож. Он всегда со мной. Смотрите, спускаюсь вниз от духов. И тут ступеньки как будто специально выдолблены. Это от природы так камни сложились. Опа. Хотела вдоль водопада спуститься, показать вам красоты и все такое, какой водопад шикарный. Но там спускаться долго и аккуратно нужно, а мне время терять сегодня нельзя. Смотрите, какой тут спуск. И он, короче, мокрый весь, грязный. Вот, спустилась. Представляете, тропинка называется. Вот такие суровые тропы. И, кстати, я раньше не замечала никогда, что тут много где метки есть на маршруте. И я вот не помню, были ли они ранее, или я внимания никогда не обращала. Ну, хорошо, если для людей нарисовали, а то многие блуждают. Это я наобум хожу. Заблудилась раз, например, зато потом уже запомнила. Вот так вот у меня бывает. Частичка водопада. А весь его и не снимешь, только так, кусками. Это с дрона надо такие вещи снимать. Красота, да и только! Вчера здесь шла, все ноги повымочила. Тут грязь, вода везде. И кругом ветки. А у меня рюкзак-то высокий сильно, большой. Я постоянно верхушкой рюкзака цеплялась за эти ветки бедные. Старалась аккуратно, чтобы не сломать. Сейчас вот идешь, и везде проходишь над всеми ветками. А так идешь с рюкзаком, и вот такие вот. Все, пройти уже не можешь. Вот тут вот, видите, даже мне без рюкзака надо наклоняться. А с рюкзаком большим вообще невозможно. В некоторых местах очень трудно пройти. Подхожу к озеру Художников. Уже начинаются палатки. Вот основной лагерь на Художников. Но у них, конечно, виды шикарные. Здесь потише. Не так, как там наверху. Ветра такого нет. Тепло. Солнце раньше выходит сюда. В общем, вот иду через палаточный этот городок. Видите, сколько тут палаток. Просто палатка на палатке. Каких цветов только нет. Кто-то посмотрит, узнает свою палаточку. Вот метки, видите? Вон там на камешке, вон чуть-чуть видно. Вон там дальше. Вот на зуб дракона я помню, что были метки, они давно там. А вот эти красные,
Я вообще не помню, что были. Мне кажется, их не было раньше, либо я их вообще не замечала. Ну, какая-то лужица небольшая. В общем, видели, да, палаточный лагерь? Сколько там палаток, тьма людей. Я просто в таком реально не смогу. Это вообще будет не в удовольствие. Здесь из-под Курума везде ручьи текут. Можно везде попить, умыться. И мне сейчас это кстати. Когда идешь, все время кажется жарко. Ветер дует по-осеннему, короче, а солнце жарит по-летнему. Если солнце выглядывает, жарко, ветер подул, холодно. Горы, горы. В песне поется же море, да? А у меня горы. Сейчас еще один переходик с водичкой будет. Там не скользкие, надо осторожно ходить по ним. Вот такие тропы. Вон даже метку видно. Курум-курум. Курум-мурум. Шагаем по Куруму. Вот по этому Куруму мне сейчас скакать. Вот сейчас даже по меткам вы будете понимать, как я буду идти. Вот метка, и вон там метка. Вот так вот пройду как-то там, назад потом. И буду опять подниматься, где я вчера спускалась. Послушайте. Слышите эту музыку? Музыку воды. Кого вам эта скала напоминает? Напишите в комментариях. Мне она ската напоминает. Я уже 2 перевала перевалила крутейших. Чё, тучи прям такие ходят. Вот, я уже вышла к волосам Саяна наверх. Мне осталось вниз спуститься. Там по полю пройти, и все, я на Радужном. Вообще тучи везде ходят, везде. Я думала, хоть солнце сегодня будет, вообще нету. Все затянуто. Я уже перевалила все всевозможные перевалы, короче, сегодня. Я вышла, было намного теплее. Такой дубак сейчас, вы не представляете, осень натурально, прям с ледяным ветром. У меня всего лишь кофточка, и в таких брижах. Погода обещала быть хорошей, но в горах все так, никогда не угадаешь. Такие дела. Это горы. Это горы, горы. Чудесно. Мы встретиться решили на озере Радужное, к которому я сейчас уже буквально, наверное, не знаю, минут через 30 подойду. Что-то у меня такое ощущение, что мне придется дальше идти. Мне бы, конечно, вообще не хотелось. Вот. Что-то я тропу потеряла. Алина, блин, ворона. Ворона, она есть ворона. А вот она. Палаточка, как у меня. Вон она. Снимала, аж запнулась. Она немножко другая, отличается. Но вообще очень сильно похожа, фирма та же, все. Вообще сколько хожу, первый раз вижу палатку, как у меня. Она хорошо себя показывает, очень хорошо. Особенно учитывая ее цену. Единственное, вес. Красиво, да? Озеро. Там такие страшенные тучи. Идут сюда. Уже капает. Дождик небольшой. А сейчас нам только офигенного дождя не хватало для полного счастья. А мне до Радужного совсем чуть-чуть осталось.
А ну где-то там внизу. Вот погодка, а. Июль, елки-палки. Сколько раз в августе ездила. Все время в августе, один раз в сентябре. Всегда погода отличная. Тут решила в июле съездить. Вообще капец. Просто отпад. Так холодно, жуть. Вы не смотрите, что я в кофте. Да просто у меня ничего нет с собой. Я же не думала, что так холодно будет. У меня под кофтой только майка, которая нифига не греет. У меня есть еще дождевик, конечно, он длинный. В случае чего он тоже греет. И у Александра какие-то вещи наверняка найдутся, если что. Как вы думаете, почему я в дождевике? Все правильно. Прошел просто офигенный дождь. Ливень, потом град, потом снова дождь, потом дождь с градом, короче, вот такая ерунда. А я как раз по Куруму спускалась. Вот та нога, которую пробороздила в Иргаках один раз в дождь, теперь все время напоминает, что такое скользкий Курум. Я боюсь теперь по скользкому Куруму так ходить. Я медленно-медленно спускалась. Это просто кошмар. Вот я на Радужном, Александра, естественно, нет. Связи у него, видимо, там нет. Я ему пыталась звонить, не могу дозвониться. В общем, боюсь разойтись с ним. Не знаю, что делать. То ли тут сидеть ждать, пока связь у него там появится, то ли все-таки идти навстречу попробовать. Сейчас прошла куча туристов, то ли китайцы, то ли корейцы. Вон туда, вон, к Радужному озеру. Сюда всех водят, потому что сюда проще всего дойти. Это начало самого маршрута. И они все тут в восторге были. А я думаю, как же мало они видят. Самого главного-то они и не увидят. Это лишь малость. А там за перевалами столько всего. Они даже представить не могут, сколько там всего, какая там красота. Там аж дух захватывает. Я покушала, да пойду, наверное, навстречу Александру. Стоять очень холодно. Когда я шла в начале пути, я не снимала палаточный лагерь. Вот тут в самом начале пути, ну практически в самом там, палаточный лагерь. Вот дорожки к нему такие проложенные, я их вначале снимала. И вот в основном люди сюда приезжают, здесь останавливаются. И потом, вон там указатели даже есть, ходят вот туда на озеро Радужное, на Висячий камень. Вот эти как раз туристы, которых я сегодня сняла. А потом они смело могут говорить, что они были в Иргаках. Но это для меня это не в Иргаке съездить, это так на дачу, например. Вот это дача. Я сейчас нахожусь от своего места стоянки. Просто вы не представляете, как далеко я ушла от озера Горных Духов. Те, кто сюда ездит, знает, где находится озеро Горных Духов, они понимают, о чем я говорю. Насколько далеко я ушла, дойдя до практически начала маршрута, и мне сегодня опять обратно идти до озера Горных Духов. Да, я уже в палатке. Я очень-очень замерзла. Переоделась. Носки сухие, штанов вдвое. Термобелье надела, кофту, куртку, шапку. Баф даже надела. Я, представляете, в легкой одежде столько времени шарила с 9 утра и до 8 вечера. 11 часов. И сижу, отогреваюсь. Уже и есть охота. Все по порядку надо рассказать. Это у меня сейчас на 20 минут затянется опять разговор. В общем, с Александром мы так и не встретились. Я дошла до Радужного, и мы с ним там даже созвонились. И он сказал, что вышел на тропу. Пока мы с ним разговаривали, у него пропала связь. И я поняла, что он вышел не на ту тропу. Как-то вот так мы разошлись. Связь потерялась, и все. И я пробежалась от Радужного почти до визит-центра добежала. Потом обратно пробежала. Вы представляете, сколько это? Кто знает Иргаки, я расскажу, какой у меня сегодня был маршрут. То есть я сегодня от озера Горных Духов спустилась к озеру Художников по водопаду, вдоль водопада. Перевалила к Лазурному. Потом от Лазурного по волосам Саяна перевалила к Радужному, а там еще от Саяна до Радужного сколько идти. Потом от Радужного почти до визит-центра добежала, потом обратно пробежала. От Радужного пошла, перевалила Висячий камень. Я попала под дождь, я попала под град. Под дождь несколько раз сегодня попадала. Вся просто вымокла, ноги просто вообще, носки просто выжимать, вот, мокрые все. В общем, вся замерзла, промерзла. И от Висячего камня, естественно, не снимала Висячий камень, я уже потом вообще практически не снимала. От Висячего камня спустилась к Каровому, надеялась, что он, может быть, уже по той тропе туда вышел, но нет.
а дождь идет и идет, я сильно замерзла. И ждать стоять на месте в такую погоду я не могу. Потом вдоль Каровой прошла, поднялась, перевалила Художников. Это просто офигенный перевал, это просто вообще словами не передать. Кто проходил, знает. Особенно назад спускаться вниз к озеру Художников, там просто вообще капец. Наверху, кстати, когда вышла на Художников, я сняла такую картину красивую, как мне кажется. Местами туман такой собрался, как облачками. Ну, очень красиво. Я когда вылезла на Художников наверх, просто обалдела от красоты такой. По дороге ногу маленько там поранила, ну так, чуть-чуть поцарапала. Из-за того, что скользко, мокро, дождь, я прям боялась, что я где-нибудь опять что-нибудь себе поврежу. Ну нет, все нормально. Когда я с Художников спустилась, с перевала, я просто уже не могла, я хотела горячего. Я с собой даже чай не взяла, потому что, чтобы лишний вес не тащить, я же думала, Александру буду помогать, чтобы мне лишнего не брать. Думала, обойдусь водой и перекусиками, там, а с ним встретимся, у него все есть. Я весь день прошарилась по такому холоду, я так сильно промерзла и хотелось очень горячего чая. Так сильно хотелось, что спустившись с перевала Художников, там внизу палатки стояли 2, и там мужчины в них находятся. Ну, они на улице сидели под тентом. Короче, решила чай у них попросить. В общем, они меня к себе зазвали. Чаем горячим, очень вкусным напоили. Какими-то там особенными чаями, которые мне дали силы, энергии, которые меня согрели. И угостили манго сушеными. Дали мне с собой батончиков. Такие добрые дядечки оказались. Предлагала снять их для канала. Они не захотели. Они мне реально согрели. Они мне куртку дали, пока я чай пила, чтобы я маленько согрелась. И я вот там перерыв сделала, посидела, чай попила, перекусила, погрелась и дальше побежала. Мне силы даже прибавились. Прошла мимо Гармонии. Красивое маленькое озеро, очень ледяное, холодное, чистое и очень красивое. Прошла огромные просто курумы, в которых я все время боюсь заблудиться. Мне пришлось по ним скакать, как сайгак по горам. Там палаточный лагерь поставили люди прямо возле водопада в начале. И они сказали, что как раз до того, как я вышла, за 10 минут они медведя видели. И они его пугали, он куда-то там в сторону Параболы убежал. И где-то там сейчас находится. Он, то есть, в любой момент может ночью либо через эту группу пойти, либо вокруг озера пойти через меня. Представляете, я же не зря какахи говорила, что это точно Мишанин. Я просто Мишанин и какахи ни с чем не перепутаю. И я так и думала, что Мишаня тут шарится. В общем, Мишаню я так и не увидела. Надеюсь, что ночью я его и не увижу. Ну, в смысле, он в палатку ко мне не придет. Сейчас мне, кстати, Александр позвонил, сказал, что он находится на базе Жемчужина Саян. В самом начале. Все вот так вот просто, понимаете? Я весь день прошарилась вот так, а он, оказывается, просто на базе до сих пор там остается. А я не знала, что делать. Я думала, вдруг он потерялся. Я думала, вдруг что-то случилось. Там связь же оборвалась резко. А он просто на базе остался. Такая история грустная. Завтра я никудашеньки не пойду. Я даже снимать вообще не буду. Я завтра буду спать, дрыхнуть, отсыпаться. Очень долго уже болтаю. Я стараюсь вроде быстрее, вроде все рассказать, но все равно получается очень много. Вот такая история, короче, сейчас буду кушать и сразу спать. И буду завтра валяться, отсыпаться, вообще ничего делать не буду. И никуда не пойду. Вот так. Кстати, я показывала дрова вчера вечером. Не показывала, что тут костровище находится вот по таким камням в виде акулы. И от дождя защищено. Сегодня и дождь, и град был. И смотрите, у меня сухие дрова. Я их спрятала. Но сегодня я костер не буду жечь, я очень устала. И смотрите, палатка мокрая немного. Ну как немного. Дождь-то конкретный был, с градом. А тут вокруг из-за того, что ветер и вершина, все быстро обсохло. И все сухо. Удобно в таком месте стоять. Такие дела. Холодно. Вот приходится что делать. Готовить приходится в палатке. Не переживайте, у меня тут открыто вот. Да и тут в принципе сетка с двух сторон, так что проветривается хорошо.
Зато мне теплее маленько. Газ все равно же греет. Лапшу себе заварю просто. Поем, потом, может, цикорий еще попью. Надеюсь, меня видно. Ой, я вообще смотреть не могу, капец. Фонарь сильно светит. В общем, видно меня или нет, всем спокойной ночи до утра. Я легла прям в куртке, во всех штанах, в бафе, в шапке, во всем спать, потому что очень-очень холодно. Стараюсь про Мишаню не думать, он же тут где-то рядом ходит. У меня вот там, не знаю, видно, нет. Там фальшвейер, нож, петарда, все рядом лежит. Но я надеюсь, это все не пригодится. Все, буду спать. Я жива, меня не съели. Это уже радует. Спала вообще отлично. Мне было тепло в куртке, в шапке, во всем. Потом в 6 утра я проснулась, в 6 там с чем-то. Тут такие обалденные виды были, я сняла немного. Солнце вроде вылезло, надо, короче, все вытаскивать и просушивать. У меня спальник отсырел, потому что я на него пакет надевала, чтобы мне теплее было. И он у меня в ногах отсырел. И зарядить все девайсы, попробовать на солнышке. Вот, снимать буду сегодня или нет, я вообще не знаю, что меня сегодня вообще ждет. То ли я дневку буду устраивать, буду мыться, стирать и все делать, потому что я вообще на чушку уже похожа. 6-й день сегодня в Иргаках. Я очень переживаю, короче, сильно. Ладно, все. Не будем о плохом. Давайте о хорошем. В общем, надо вставать, все делать. Время уже почти 10 утра. Это я потом поснимала и опять спать легла, отсыпаться. Погода такая переменчивая, что просто вообще нереально. Вот там опять такие тучища, они могут тут резко сюда прийти, ветром их надует. И все вот это солнце, смотрите, здесь как. А там наверняка дождь идет. И резко может дождь пойти. У меня все на просушке, вообще все. Главное успеть все спрятать. Надо пользоваться такими моментами. Сушить все. Вот такие дела в горах. У меня же дневка. Решила все попросушить, все дела поделать. Их тоже надо делать. Хочется вам показать, как тут все стремительно может измениться. Вот как вчера был дубак, как осень. Сейчас солнце светит, я в юбке. Оттуда тучи могут прийти, и тут же опять будет дубак такой же, как вчера. У меня тут вот на зарядке все. Тут туристы проходили, некоторые на меня прям так сильно смотрели в белой юбке. Здесь в горах смотрюсь странно, я это понимаю. Но это мой наряд. Щурюсь не могу, я вообще на солнце не могу. У меня светобоязнь, я не могу вообще. Вода в озере была ледяной, и если бы стояла жара, то купание в такой воде доставляет лишь удовольствие. Но жары не было, а даже наоборот, было очень-очень холодно. Обычно я купаюсь голышом, но дабы не ломать тонкую психику некоторых смотрящих, я предпочла накинуть майку.
Немного постояв, я решилась зайти глубже, а потом и вовсе окунулась с головой. Вода уже не казалась такой холодной, и я не торопилась выходить. Я наслаждалась, впитывая вместе с водой мощную энергетику этого места. Что я сейчас наделала? Настиралась, намылась. Всю меня трясет, прям очень сильно, так холодно. Я вообще очень собой горжусь, что я решилась все-таки. Я столько не могла решиться. Окунуться и вообще помыться от пота, обмыться вся. Потом набрала в бурдюк воды, отошла от озера и с шампунем голову из бурдюка помыла. Я это снимать, конечно, не стала. Я вся помытая теперь. Постиралась тоже так же из бурдюка. Вещи, носки, там мелочи всякие. В общем, я собой довольна. Единственное, что меня сейчас всю трясет. Вообще надо одеваться потеплее. Сейчас волосы высохнут, надо расчесаться. Представляете, камера упала, я ее ставила, чтобы себя снять. И сейчас трещина на стекле небольшая пошла. Надеюсь, не будет дефектов из-за этого. Печалька такая. Только я успела в порядок дровишки привести, хотела костерок сделать. Уже капает дождик. Думаю, сейчас опять ливанет. Утром так хорошо было, тепло. А сейчас вот опять все затянуло. Время почти 5 вечера. Сварила себе гречку поесть. Чесночком. Объедением. Бутербродик вкусненький. У меня сыр еще есть, представляете? Я еще сыр с хлебцами ем. И майонезик сверху чуть-чуть. Это вообще пища богов в горах. Вот это все. Божественно. У меня чеснок заканчивается, вот печаль. Один зубчик там остался. И 2 головки лука. Красота вокруг просто завораживала. На это никогда невозможно насмотреться. Ведь картинка здесь меняется почти каждую минуту. И только в единении можно полностью окунуться в удивительный мир природы, погрузиться в свои мысли и насладиться особенной тишиной. Ведь в этой тишине есть все. Пение птиц и стук дождя, ветер, который шелестит листьями деревьев, и водопад. А главное, есть я. Я, которая растворилась в этой природе.
Прохожу то место, где туристы стояли. Возле озера Горных Духов. Я вот там наверху стою. Смотрите, какой там туман. Все в туманище. А они вот здесь стояли. Медведь здесь ходит. Они вот кашу тут оставили. В костре вон печеньки какие-то, сладости. Понимаете, да, чем это чревато? Вообще вот, вот у меня слов просто не находится. Они причем знают, что я там стою одна. И они со спокойной душой оставили тут жрачку и пошли медведя приманить. Вообще головы у них нет. Вот такие вот люди, понимаете, ходят. Вот я почему туристов не люблю, себя к туристам вообще не отношу. Просто слов нет. О себе такие позаботились деловые, пошли. Подумаешь, там человек стоит. Оставим-ка еду Мишане, пусть придет, поест. Слов нет. Сколько говорят людям, не оставляйте нигде еду, закапывайте, сжигайте. Я вообще пошла на параболу как раз туда, где медведь взяла. Вот фальшфейер, у меня свисток, у меня петарда с зажигалкой с собой. Я не на Мишаню нарваться хочу, я просто устала в лагере сидеть, как бы у меня же дневка. Я уже все дела переделала. Хочу просто прогуляться на параболу. Снимать вообще не планировала, и даже ни штатив, ничего не взяла. Камень как сломанная фортепиано. Реально, да, похоже? Клавиши такие поломанные все. Вот как так природа делает? Смотрите, какой туман. Я в тумане. Меня вот ниоткуда, наверное, не видно. Только что все было чисто, тумана не было. Хоп, все туманом затянуло. Смотрите, какая кристально чистая вода. Глубина такая нормальная. Мне кажется, что мелко. Вообще. И такое отражение. Смотрите, прям как в зеркале. Красиво. Вон, видите, отражение. Класс. Вот по такому куруму я скачу. И мне вот туда. Наверх. Я в калошах, кстати, пошла. А вон она, моя палаточка виднеется. Вон она стоит с шикарным видом на озеро. Смотрите, камень как корабль такой огромный. Просто протаранил берег. Я сейчас прохожу то место, где примерно Мишаня бегал. Где-то вот тут, то ли вот тут туристы говорили, видели его. Вчера, я надеюсь, минут позже пришла, так бы тоже увидела. Вот где-то он тут бегал. Они его много раз пугали. А я думаю, что там все свистят, кричат, что-то хлопают. Я еще подумала, неужели Мишаня? Думаю, да что Мишаня на горных духов делать? Я вообще ни разу не слышала, что Мишаня на горных духов шарился. Я вообще как дома, реально. Ничего не взяла, вот у меня нож только висит. И даже в тапочках домашних. И с фальшфейером в руке. Просто прогуляться одно удовольствие. Ветер затих, дождь прекратился, так хорошо. Вот я поднялась на параболу практически. Помните, которая со стороны снимала такая лодочкой? И вот я сейчас на тропинке, на подходе стою. Обычно я на этого брата залазю всегда. Но сегодня не пойду, потому что, во-первых, я не в той обуви. А во-вторых, я не планировала лазить сегодня никуда. Я просто вечером прогуливаюсь перед сном. В домашних тапочках, так сказать. Среди скал, гор, тумана. Такими слоями, какими-то чешуйками такими. Или перышками. Скала так интересно сложена. И вот второй брат. Видите, на одном из братьев такой зуб торчит. Такой прикольный. Ладно, посмотрела, погуляла немножко. Иду обратно в лагерь спать. Вот отсюда, кстати, видно, какое озеро большое. Просто огромное. О, видите, какое. И вон она, моя палаточка, уже виднеется. Слышите?
Вот эта трясогузка. Вся испереживалась. Я туда шла, она испереживалась. И обратно. Видимо, у нее гнездо здесь, может, птенчики где-то рядом. Прыгаю по куруму такому. Там такие тучащие. Как бы мне успеть до дождя дойти. Я вообще надеюсь, что его не будет уже в конце концов. Сколько можно. Я уже хочу, чтобы не было дождя. Я верю, что будет солнце. Протянет эти тучи наконец. Я уже пришла в лагерь к своей палаточке. Я все забываю показать, где у меня еда стоит. Вот, под камнем, в пакетах в черных. Спрятана от дождика, но от Мишки вряд ли. Если Мишка захочет добраться, то первым делом он будет добираться до еды, а не до меня, я надеюсь. В палатке у меня вообще ничего съестного не хранится. Что может его по запаху привлечь, это только газ. Да-да, не смейтесь, газ его тоже может привлечь. Керосин может привлечь. Он очень любит такие специфические запахи. Хотя газ точно я не уверена. Но вот знаю, что керосин его точно привлекает. Бензин, керосин. Возможно, что и газ. Все под рукой всегда. Фальшфейер, петарда, музыка недалеко и свисток. Нож еще. Но, насколько я знаю, если медведь на палатку нападает, это вообще все вообще неэффективно. Ну, короче, не будем о грустном вообще думать. Все же хорошо. И я думаю, что так и будет. Так хорошо не могу. Так реально хорошо. Там вода по скалам сбегает, и кажется, что кто-то ходит, я все думаю, вдруг Мишаня. Он же здесь где-то. А муж уже убежал куда-нибудь. По-моему, все-таки накроет. Такие тучищи идут. Ёлы-палы. У меня только-только чуть-чуть подсохла палаточка. И то еще не совсем. Ладно, хватит ныть, да, про дождь, все про дождь. Хватит ныть, Алина, хватит ныть. Не, я на позитиве вообще. Мне все нравится, в принципе. Только холодно очень. Ну и сыро. А так все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Такой у меня ужин сегодня. Шикую в горах. Холодно. Вся опять закуталась. Мне, походу, опять в куртке придется спать. Это какой-то трындец, ё-моё. Горяченький цикорий. Печенька, конфетки. Конфетки на исходе, кстати. 7-8 дней можно растянуть пачку кроканта, маленькую пачку конфеток. И овсяные печенья у меня всего пачка, я по одной в день съедаю. Вот так люди можно экономно жить. Пачку печенья, пачку конфет на неделю, даже больше. Дома я овсяные печенья не ем вообще. Только в походе. Да, в общем, да и конфеты не так уж я дома ем. Опять дождик. Пока небольшой капает, но чувствую, будет опять тра-та-та. Веселая жизнь. Доброе утро, земля. Вчера вечером я поела, легла, думала полежу. В общем, я уснула и все. Сегодня в 5 утра проснулась. Было очень холодно. Я вышла, прошлась и снова легла спать. И проснулась где-то в 8. Варю себе кашку рисовую. Такие дела. Чувство спокойствия пропало. Появилось чувство «ты должна». Ведь человек приехал в горы из-за тебя. Я спорила сама с собой. Одна я говорила, что нужно встретить Александра вопреки всему. Другая говорила, ты дура, он испортит тебе весь поход. Хотя это уже произошло, и я понимала, что с приездом Александра все пошло наперекосяк. Алина, не ходи, не встречай его, зачем тебе это нужно? Но дурацкая ответственность внутри меня говорила обратное. Собрав волю в кулак, было принято решение снова пойти навстречу к Александру. Такой перевал сейчас поднималась. Называется игольное ушко.
потому что вот такая малюсенькая щель, куда надо пролезть. И очень-очень сложный к ней подход. Снять со стороны невозможно, так было бы интересно. Тут просто лезть, скалолазная такая тема. Не каждый может в одиночку здесь пройти. И вот сюда мне сейчас, в эту щель, игольное ушко, свиное ушко еще называют его. Вот в это ушко я вылезла сейчас. И вот такой перевальчик мне сейчас предстоит вниз, вон туда, к Каровому озеру. Позавчера я там была, и сегодня опять туда. А вон там висячий камень. И дождик такой маленький капает. Надеюсь, не будет большого дождя. Поднимаюсь к висячему камню. Погода отличная, хоть и пасмурно. Гром гремит, дождик немножко капает. У меня сегодня вообще не съемочный день, но так как первый раз уж я к висячему подхожу, я решила снять немножко. Должна там встретить Александра наконец. Вот он, висячий камень. Когда-то, говорят, он шатался, потом какая-то группа домкратом пытались его сбросить у мата палат. У них не получилось, но он перестал шататься. А вот вид. Вон там палаточный лагерь «Жемчужина Саян», до которого я добегала, когда Александра пыталась найти. Свой путь я начинала вот как раз оттуда, ну там еще дальше. И вот через вот это все поле, это первый самый день, который я шла. По волосам Саяна обходила, туда спускалась. И там за Саяном по Куруму надо еще пройти, и там Лазурное озеро находится. Я не знаю, буду ли я еще на висячем камне, а я уже на нем второй раз за этот поход. Поэтому я решила вам снять его. По легенде, если висячий камень упадет, то брызги с озера Радужного попадут на Саян, и Саян проснется. Такая легенда. Вот, видимо, его и пытались столкнуть, этот камень, проверить. Вон оно, Радужное озеро. Вот. Вот так надо было идти. Ну, и дальше я вам показывала, короче, как я шла. Какая-то изба, что ли, старенькая. Уже развалилась. Вон там даже труба есть. То есть печка была. Обалдеть. Это под висячим камнем. Тут люди рядом кушают, поэтому шумно. Туристы везде. Зашла внутрь, вот такое тут сооружение. Походу была такая избушка маленькая. А здесь в палате, походу, были. Не знаю, где печка стояла, но труба есть, значит, печь была. Вот выход, там люди. У меня пропуск, покажи. Вот так снимай. Я Это тебя что, снимаю. видео, что ли? Мы так не договаривались. Она блефует. Вот, наконец-то мы с ней встретились. Вот, Идет у камни меня собирать. пропуск. Поднимаемся, перевал Художников. Сейчас хотим в игольное ушко обратно вылезти, спуститься с той стороны. На кого похоже? Такие дела, ребята, девчата. Солнце выглянуло, такая красота. Вот так проходят подъемы. Загнанных лошадей пристреливают. Вот дай. Вырежи. Тут девушка кого хочешь загоняет. Я думаю, можно с рюкзаком пролезть.